я девушка красивой внешности, и да, я хочу ездить в дорогой машине, и да, я хочу жить в дорогом загородном частном доме, да, я хочу путешествовать 5 раз в году, и да, при выборе потенциального парня, конечно, я обращу внимание на его доход и размер кошелька. А те парни, которые говорят, что все девушки меркантильные, ребят, ну выберите себе кого-нибудь попроще, не такую красивую, и не такую требовательную, и не нойте. И я считаю, что каждая девушка достойна лучшей жизни, и все девушки по-своему красивые. Просто некоторые немного недофинансированные. Ну вы видели, стоит в какой-то деревне, еще и задвигает. Да, она как человек, она имеет полное право на такие желания, да? Как бы хотеть какого-то такого богатейшего типа, ездить на крутой тачке, жить в каком-то кучерявом загородном доме. Но когда у тебя на фоне какая-то деревня, там не видно элитной недвижимости за ней. Ну, как-то такое себе. И кто и сказал, у каждого на вкус и цвет, товарищи, нет. Ну, к тому, что, да, быть самоуверенной тоже хорошо, самоуверенным человеком быть по жизни тоже неплохо. Ну, прям сразу, когда они вот так вот, я такая красивая, прекрасная, ко мне на козе дурной не подъедешь, давай мне только вот такого. А вообще у этих таких людей, которых там, буквально 1-2% по миру богатейших, вы у них спросили, они хотят конкретно тебя или других каких-то? Поэтому кто сказал, что вас захотят? Да, такое себе. В общем, у нас сегодня подборка таких видео, когда девушки, женщины как будто бы устали быть одни, хотят как будто бы отношений, но это не точно. Давайте посмотрим. Всем привет, меня зовут Нина, мне 38 лет, и я быть одна. Я никогда в жизни не была замужем за все свои годы. Да, у меня были отношения, но в какой-то момент я уже настолько разочаровалась. Каждый раз начальный этап, затем эйфория, очарование, разочарование. Очарование, разочарование. Они, видимо, всегда идут рядом. Поэтому сейчас я хочу понять, я такая одна в мире или нас много? И я бы очень хотела бы встретить свою любовь. Дарить счастье, принимать, благодарить, восхищаться, проводить время вместе, поддерживать, вдохновлять. И просто круто проводить время. Вообще, как будто бы не надо записывать видео в такой одежде, как будто бы она в лифоне каком-то сидит, ну, такое ощущение, груди вываливаются для начала, потому что, ну, когда ты видишь вот в таком формате, да, она типа дома, она может хоть в трусах сидеть, вообще без проблем, ну, ты ж вроде на публику записываешь, как-то поприличнее это, ну, чтобы как-то было видно, что она более такая домашняя, пригодная для семьи, но мы говорим, если о том случае, когда человек хочет для семьи кого-то найти, да, там мужчина. А если, конечно, потыкаться, пофиг, как раз годный вариант. Она так и одета неплохо, да. А так, по поводу ее мыслей, ну так она же сама сказала, вот, эйфория. Ну так у нее и в каждых отношениях будет такая фигня, эйфория. Вот эта вот вся эйфория, вот эти розовые очки, они же не длятся долго. Ну, полгода, ну максимум, может быть, год, у кого по-разному у всех. Потом все, это ж природой придумано, чтобы зачатие происходило, чтобы потомство было. Поэтому и с каждым Дана и говорит, у меня эйфория, а потом все, я там... Ну, короче, как они говорят, разлюбила, чувства пропали. Да нифига подобного. Настоящая семейная жизнь, она не про вот эту изначальную эйфорию, не про то, что вначале там тянет к человеку каждую секунду, а потом, да, через время, вот она. Через время как раз ты и видишь, когда вот месяц потусишь там полгодика, плотненько, особенно если поживешь с человеком. Все, потом это его уже чувства эти иссякают. Это нормальная природная фигня. А настоящая вот эта уж любовь, ее просто так не встретишь. Тут уже надо с головой подходить к этому. При выборе партнера, не основываясь, это я только выражаю свое мнение. Мое мнение такое, что выбирать партнера просто по чувствам, это такое себе. Если мы говорим о долгосрочных отношениях, жить годами, потому что те, которые живут там и 20, и 30, какие-то там бабушки, дедушки, и 40, 50 лет, там это уже не про те чувства, про которые мы говорим, что там в начале кто-то там кого-то увидел, там шишка у мужчины задымилась, она тоже захотела его, все, они слились в этом, как говорится, да, в этом деле, и все. И вот их друг другу пока тянет, и вот на вот этих как будто бы люди думают чувства, некоторые на вот этих чувствах, что как будто бы ты выйдешь в 20-30 лет. Нет, не на этих чувствах выезжают. Ну, в общем,
У каждого вообще свое, навсегда в отношениях было и будет, чего уж там говорить. Сегодня я хочу с вами поделиться выводами о мужчинах, возможно, неприятными выводами, которые я собрала за все время своей практики как психолога, а это более 4,5 лет. Также это мои личные выводы, как женщины, как девушки, выводы моих подружек, в общем, это все мое, в принципе, наблюдение за мужчинами. Это уже проверено на практике неоднократно десятками, если не сотнями девушек. Поэтому я бы даже назвала это некой правдой о мужчинах. Итак, первый пункт, который я хочу выделить, это пункт того, что он никогда не будет лучше, чем в начале отношений. Очень многие девушки настолько зря дают им вначале в самом поблажке, да, там, с надеждой на то, что вот пройдет время, он увидит, как я его люблю, и его любовь станет еще сильнее, и он будет делать вот это и вот это. Не путайте их с собой. Это у женщин, чисто статистически, такое чаще случается. Это мы раскрываем свою любовь постепенно, а вот мужчины нет. Они в самом начале показывают лучшую версию себя, и потом, дай бог, если она сохраняется, но лучше точно не будет. Хуже, скорее всего, а вот лучше уже точно нет. Большая часть из них — это не травмированные бедные мальчики с избегающими типами привязанности, нарциссизмом и бла-бла-бла-бла, а просто безответственные, которые ничего не хотят делать в отношениях и хотят, чтобы им все либо доставалось просто так, либо боятся ответственности. Все очень просто. Например, людей с избегающим типом привязанности у нас на планете плюс-минус 25% из 100. А нарциссов, если мы говорим о диагнозе, а не о бытовом понятии, у нас, плюс-минус 10%, и то это с натяжкой, если мы берем сюда в том числе недиагностированные случаи. В эту же копилку про желание и нежелание вот эти ситуации, что он пропал, потому что у него были проблемы, у него там сложное детство, просто вот он такой, и вот это вот все бла-бла-бла-бла, тоже полная херня. Нет, он пропал, он тебе не пишет. Это все уже 150 раз сказали, но я скажу это как психолог еще, в 500-й раз. Он пропал и не пишет, потому что он не хочет тебе писать. Потому что он забыл, потому что ему он не захотел, потому что это же еще Гуф в песне пел. Я тебе не написал, потому что мне правда. Если вы ищете им оправдания, я думаю, что вам пора заканчивать уже это делать и больше позадавать себе вопросы. Не почему он мне не написал, а почему меня это так сильно волнует, почему я так сильно в это погружаюсь, потому что, скорее всего, там вопрос к вашей внутренней опоре. И, возможно, стоит заняться ее укреплением, поиском ответов на вопросы, почему же он мне не пишет. Вообще, если разложить по фактам, такое себе. По поводу того, что она говорит, мужчины лучшую версию себя строят. А женщины, девушки как будто бы так не делают. Как будто бы они сразу, вот я такая, и я на таком протяжении буду 40 лет. Нет же, они же тоже свою демку включают. Когда особенно хотят замуж выскочить, они же тоже играют вот эту вот роль, как и мужчины, да. И это природная тоже эта фигня, когда мы вот это вот в начале отношений, не зная друг друга, стараемся, чтобы как-то понравиться, вот эту вот лучшую версию себя реально. Когда мы ведем себя не так, как мы обычно себя ведем. То есть, допустим, дома, в своей обычной родной компании, в какой-то привычной, мы более другие, а с новым человеком мы можем, да, действительно как-то себя, какие-то качества выдавать, которых у нас и нет. Это, это и хорошо, не плохо, но это есть, это не искоренишь никогда в начале. Что есть, то есть. Поэтому это у девушек, женщин есть. Вот это вот она хоть и психолог, но в этом плане бред. А то, опять же, я со столькими, но она делает выводы только на основе тех мужчин, которых она встречала и встречали ее подруги. Все. Но говорить за большинство, это уже глупости. Я думаю, каждый согласен. Потому что, чтобы сделать вывод, это она должна, сколько там нас миллиардов на планете, и конкретно какой процент из этих миллиардов мужчин, вот она должна каждого объехать по миру, исследовать. Вот тогда она бы сказала, да, вот это вот так вот. Так никто не будет делать. И она только может основываться на опыте именно своем. А то она просто говорит, и вот у меня такой опыт, и я могу сказать за мужчин точно. Это же бред, это как будто бы она обобщает. Бред сивой кобылы. Такое, да. А так насчет того, что если мужчина в отношениях, да, он лучше не станет в том плане, да, какой он есть, если он уже лучшая версия себя у него спала, и он дальше просто будет показывать себя, какой он на самом деле есть, это так и есть, да, он прям мега лучше не станет. А женщина, да, есть такое, слышал, что она, наоборот, если в начале отношений ей даже мужчина не сильно нравится, но потом постепенно она может в него вот так вот, проявиться уже чувствами, и, то есть, не всегда вспыхивают. В общем, да, это тоже зависит, конечно же, от людей. В общем, где-то сказала более-менее, а где-то, конечно, бред. Я не понимаю, что не так вообще с этим мужским миром. Я вчера на тренировке очень сильно подвернула ногу, и подвернула ее настолько, что я буквально не могу ходить. Вот честно, я недееспособная вообще. Я не могу просто нормально даже собраться. И я понимаю, что мне нужен в травмпункт. И здесь буквально от моего дома 200 метров. Из мужчин-соседей мне никто не помог. И я думаю, придется, значит, звать кого-то, кто живет подальше. Я очень просто не люблю беспокоить людей. Я пишу мужчинам,
хотя спорно их так называть, которые звали меня на свидание. Один, знаете, мне что отвечает? Что бензин сейчас нынче дорогой, как бы в дефиците, поэтому он не поедет меня провожать. А второй говорит: хорошо, но только если мы с тобой после того, как ты сходишь к врачу, сидим на заднем сиденье. Ну, понимаете, он просто... Какой кошмар. А третий мне говорит, что ему самому к врачу, и он сегодня целый день занят. Блин, такой сыночка-корзиночка. В итоге мне пришлось писать моему другу. Я жду сейчас, пока приедет друг, и мы пойдем к врачу. Ну, вообще, пока как бы надо уже привыкнуть, что в этом мире никто никому не обязан ни помогать, ни что-то подобного. А что, то, что она родилась девочкой, это что? Значит, что ей любой мужчина буквально как будто бы обязан помогать и относиться прекрасно просто потому, что у нее Матильда? Ну нет. Если она с этим посылом говорит, ну нет. Все правильно. У каждого свои дела. И да, вот она к себе таких вот притянула, который то хотел ее жахнуть один там на заднем сиденье, то другие бензин в дефиците. Не, ну это по сути-то правда, что он в дефиците. Я сам такой, блин, заправил и полный бак, блин. И благо у меня работа удаленная с ноутбука, я никуда не хожу. Ну я имею в виду, так вот мне не надо далеко куда-то каждый день на работу, суета. Нет. Мне там через день, через два в магазин выехать на тренировку, да и все. Ну, не суть. И как бы этих мужчин понять, конечно, можно, что они сразу... Ну, я к тому, что каждый хочет свою выгоду. Я тебе помогу, а ты мне что? А она-то хотела бы, что просто вот милосердие, типа вот все, я девочка, это, или там соседи. А с какого перепуга мужчины соседи должны были тебе что ли помочь, или что, узнав об этой проблеме. Поэтому чего плакаться? Вот, действительно, позвонила сразу другу, он прискакал, ну это скорее всего друг, который хочет ее натянуть, да, по самой не балуй. И он пока во френд-зоне, и он ждет, скорее всего, своего часа. Я просто предполагаю, ну, потому что такое частенько. Потому что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Между ними всегда что-то встает. Это каждый адекватный понимает. После этого свидания у меня много вопросов к европейским мужчинам, но начнем по порядку. Выбираем платье. Мы идем в хороший вечерний ресторан, поэтому вот этот вариант такой более короткий. Сегодня жарко, а вот это более элегантный. Какой вам нравится больше? Короткая предыстория. Я развелась в эмиграции и теперь активно хожу на свидания с европейцами. Очень уж мне интересно, чем европейские отличаются от наших мужиков, поэтому подписывайтесь, здесь много контента о свиданиях. Короче, сегодняшний кавалер итальянец, родом из Рима, ему 33 года, мне на минуточку 37, поэтому я долго думала, идти с ним на свидание или нет, но он большой молодец, настойчивый. Все расспросил, что я люблю, организовал, кстати, подобрал очень классный ресторан. Место находится в Кашкайше, приятные цены и очень классное обслуживание. Короче, как только мы сделали заказ, он сразу с порога спрашивает, хочу ли я детей. Это вообще нормально, девочки? Ну, дальше еще хлеще. Оказывается, в свои 33 года он только начал карьеру. Вот до этого все время учился, потом у него были какие-то гэп-йер. Ну и, короче, работает он только 1,5 года, и еще минимум 5 лет он планирует строить карьеру, поэтому отцовство ему вообще не с руки. Не, он, конечно, молодец, что с этого начал, потому что женщина в моем возрасте действительно должна это с порога понимать. У меня скорее другой вопрос. Какого хрена в 33 года ты только начал карьеру? Я, работаю с 16 лет. Я не знаю, чему она удивляется. На самом деле, там не только у европейских мужчин. Есть у кого вообще в Арике где-то учиться долго и нудно, да, ради какой-то там кучерявой профессии или карьеры. Есть такое, да. На это же тоже надо уйму времени. Как те же врачи, они учатся просто охренеть сколько, да. Чтобы вообще в целом стать нормальным врачом, там сколько, 7-8 лет надо или сколько, что-то около там. Ну, не так, как в обычной какой-нибудь бурсе, там, 3 года или там, сейчас, может быть, 4 года, и все, и ты молодец. Нет, там очень долго. И вот этот тоже, получается, учился где-то долго, и теперь только начинает карьеру, да, в 33, или как она там сказала. Чему ты удивляешься? А то, что ты 16 лет работаешь, так ты где? На полях начала работать 16 лет. Но явно не в какой-то хорошей компании с 16 лет ты начинаешь работать. А там, да, это как за здрасте. Ну, в целом. Не у каждого там, конечно, такое. Ну, да, это норм. Сейчас будем выгружаться, мангал, готовить шашлык. A few moments later. Белый сияет, как бриллиант. Что, погнали? Да. Тут вот такие вот угли лежали, 2 пачки. Они были не пикми. Ничего себе, скиллуха, нормально. Барбекю. Приготовили мяско. Все, что поливаем соусом терияки. Вау. Страшно? Страшно. Ой. Ой.
Слайк, что-то я очкую, если честно. А это пиротехническая спичка, она не должна погаснуть. Всё. Из мальчик, который... Давай, кидай просто туда ее. Ничего. Нет, она должна гореть. Да, конечно. Давайте сейчас, смотрите. Я не могу. Волосы только убирай. Назад волосы убери. Вот, и потихонечку поджигай. Да она не будет гореть. Опять ничего не получается. Я не понял. Еле горит. Что мы делаем здесь? Ой, пожалуйста. Ну и не нужно. Все нормально, вот вам и все. Несите мясо. Все, мы профессионалы. Чего? Ну так, блин. Смотрите, вот так он еще лицо у меня сделает. И вот такие вот подобные, да, говорят, ну, феминистки, которые есть, что мы без мужчин вообще просто по щелчку что угодно сделаем. И тут буквально даже мясо не могут пожарить. Да, я понимаю, что есть женщины, которые на раз-два это сделают, которые и двигатели есть с закрытыми глазами переберут. Ну, это, скажем так, исключение из правил больше, чем правило. Я поняла, что культурная жизнь не для меня. Я все пытаюсь на какие-то мероприятия начать ходить. И стало так просто. Все это надо. Надо, в общем, либо спать, либо бухать. Все, два варианта. Пыталась на баскетбол сходить, у меня отеческая фанатика началась. Я ушла, через 3 минуты зря билет купила. Сейчас я пошла на творческий вечер Верника. 2 часа просто прозевала, промучилась, живот распулять. И он там весело, все нормально. К нему вопросов нет, но я не знаю, меня что-то как-то не вставляет очень вся эта ситуация. Так я еще сейчас взяла на Куценко, но я давно хотела на Верника, на Куценко, не знаю почему. Но вот еще на него схожу и все, уйду в завяз турной жизни, потому что это уму непостижимо. Сколько сил тратить, денег, какая-то куча троллейбусов на Яузской набережной. Я стою, не могу таксо дождаться. Но мне еще просто интересно с точки зрения, как это выглядит, потому что, меня же саму просят в таких вечерах. Я для этого как бы хожу, мне интересно, как это выглядит. Либо я не культурная, либо еще что-то. И-то где были троллейбусы? Я шла недавно по Хамовникам, тоже такая вся. Вот перед баскетболом в спортивном виде. И шла где Плющиха, со стороны Киевского вокзала. А там лучше не ходить, мне даже риэлторы говорили, когда я выбирала там квартиру, одно время жила в городе. Они говорят, на стороне вокзала не живите, там одни бомжи. И реально я иду, вся такая спортивная, довольная, сирень нюхаю. Идет бомж, янющий с бутылками, прям не условно говоря, с похмелья человека, а прям конкретно за булдыга. И я иду, он с такой злостью на меня, его так шатает, он одни спортсмены, блядь. Я не могу, мне так смешно стало. Вот и я так же, блядь, одни троллейбусы, дайте мне такси. Все, с культурной жизнью покончено. Так, а что я посчитала, причем помещение небольшое, сейчас усну. Креативно надо говорить, иначе я сейчас просто лягу на Яузе усну. Креативное пространство Яуза на Подколокольном переулке, там вся дискотеки еще какие-то. Но тем не менее, оно небольшой как бы зал рядов, и в каждом ряду по 10-12 мест. И билеты как бы не сильно дорогие, 4, 5, 6 тысяч, в зависимости от близости. Но если все это умножить, у меня вышло миллион количество народа. Как бы. Короче, надо программу мне составлять. Это автобусы до Новогиреева. Я жила в Новогиреево раньше с парнем, давно, когда в Москву приехала. Потом он, понял, что я с ним из-за секса живу, перестал в него, ушла. Он расстроился, но я помню этот момент, как я своими дорогими шмотками, у меня раньше все дорогое было, а сейчас я уже на... Какая-то неприятная особа, лично для меня. Ее вот этот говор какой-то чуть-чуть быдлячий, там, побухать, не побухать. Наверное, меня это как бы цепляет. То, что я не любитель, который выпивает, курят девушки, женщины, наверное, поэтому. А так странно, что парень, что узнал, что она с ним ради интима, и это ему не понравилось. Оказывается, есть такие парни, да? И я бы вообще был не против. А чё? А что? Интим есть, я дальше свою работу делаю, там, жизнь свою как-то строю, а чисто поехал, тых-пых, и разбежались, никаких там дальнейших ответственности зоны или чего-то. Я имею в виду в том плане, что не семья вроде бы. Есть же так люди мутят. А чё нет? Вчера я выложила безобидный рилс о ситуации с бензином в нашей стране. Теперь у меня другой вопрос. А что у нас случилось в стране с мужчинами? Куда они все делись? Что происходит? Такие комментарии пишут, это же ужас. Что это за диванные войска, воюющие с женщинами? Отвратительно же просто. Кто вас обидел или кто вас так воспитал? Может быть, вы свои силы покажете в другом месте, вы знаете, где можно себя проявить.
в данное время. Ну а чё ж ты свой вейп не бросишь и не побежишь туда, не покажешь свою силу? А чё бы и нет, санитаркой или кем-нибудь? Чё ты там сидишь на камеру, да, рассказываешь такие вещи? А так, ну просто себя так ведут. И все. Поэтому и мужчины в комментариях вот так вот себя и ведут тоже. Потому что вот такое вот сейчас окружение, что сложно найти нормальную, пригодную девушку, женщину для каких-то, если мы говорим, кто хочет, да, отношений там семейных, построения, там дети, не дети, реально сложно найти. Вот глядя на нее, ну, о какой нафиг семье можно думать? Ну вот я на нее смотрю, у меня даже и мысли не возникает, что это могла бы быть будущее не моя, то что мать, а вообще какого-то вот. Ну я понимаю, что каждому, как говорят, каждой твари по паре, ну блин, я вижу другое, что это точно не, как будто бы не мать детей, если мы говорим про адекватную семью. Понятно, что, блин, кто угодно может родить. Ну короче, я думаю, ну, смысл такой, моей мысли, что несет она такой себе бред. Если бы я была мужчиной, все девчонки были бы мои. Я бы так подкатывала, не знаю, почему они этого не умеют. У меня стрельнула рилс, и за сутки мне написало более 100 мужчин. Я этим мужчинам ответила. И что они в основном пишут? Привет, как дела? Привет, как дела? Я говорю, привет, хорошо. И все, и дальше вот все. Как погода, как еще что-то, ну, неинтересно. Ни с одним мы не сходили из 100 на свидание, ни один ничего не отправил, ни один никак не заинтересовал. И я такая думаю, ну почему нельзя было? Если бы я была мужчиной, первое, что бы я сделала, это я бы отправила бы цветы. Я бы отправила какой-то подарок, может, да, чтобы на меня обратили внимание и поняли, что, ну, вообще-то я мужественный мужчина, да, что у меня есть деньги, блин, я работаю. Как бы, никто не хочет переписываться. Зачем эти переписки? Кому? Нету времени переписываться. Отправляешь цветы и потом говоришь, поехали в ресторан. Что ты любишь кушать? Можете мясо отправить, можете рыбу отправить, можете фрукты отправить, можете подарки отправить, может ты платье хочешь. Что ты хочешь? Что ты хочешь? И человек ответил бы, что он хочет, я бы это отправила. Все, матч. Обязательно потом в рестик, не знаю, такси заказать, приехать, забрать, отвезти. Все. Она твоя навеки вечная. Нет, они сидят. Вот, почему ты так долго отвечаешь, почему это, почему то. Короче, блин, вроде бы солидные, серьезные, бородатые, взрослые мужчины, но какие-то базовые вещи им никто почему-то не объясняет. Я не знаю почему. Девчонки, вот вы со мной согласны? Напишите в комментариях, как бы вы подкатывали к девчонкам и что бы вы им писали, чтобы они точно с вами увиделись. Давайте, может, на своем примере покажем, как нужно к нам подкатывать. Не, ну бред, просто тупой бред рассказывает, потому что она не живет в шкуре мужчин, и она рассуждает как типичная женщина. И все, она рассуждает только с этой колокольни, и она конкретно сказала только за себя. Это не работает со всеми, как она говорит. За себя конкретно отправь цветы, отправь мясо, поехали в ресторан, пожрем, то еще что-то. И все, вот, нафиг оно надо. Мужчине, который тебя просто вот там, ну, начал какую-то переписку, потому что для начала надо вообще в переписке понять, как говорится, как она говорит, матч вот этот есть или нет. Даже элементарно в переписке, как люди, сможем ли мы общаться? Увижу я ли в тебе человека, которого я захочу куда-то пригласить? И то, для начала не в ресторан, а просто увидеться где-то на нейтральной территории, хоть даже в парке, ну, мы если говорим, как сейчас летом, в парке в каком-то просто пообщаться, максимум мороженое может заточить, все. Какой нафиг ресторан, какое мясо, какие вот эти все такси, о чем мы говорим, просто мы на друг друга посмотрим. Это мы говорим только в том случае, я так рассуждаю, когда мы говорим о построении семьи. Если чисто тык-пык, кому-то там просто увидеться, чтобы отдохнуть потом хорошо, да, в каком-то номере кувыркнуться. Ну, это другой момент. И то. Дешевле будет заплатить какой-нибудь качественной, вы сами знаете кому, чем вот такую вот какую-то пытаться склеивать. Ну, потому что действительно будет плюс-минус дешевле, чем ты ее там пока накормишь, напоишь, она нахер тебя пошлет. Скажет, ну спасибо, накормил. И все, а ты там потратишь, ну, в зависимости, какую брать, да, путану как бы.
потратишь нормально денег. Ну, я имею в виду на накормление таких вот подобных женщин. Короче, пришли мы с моей подруженькой на море. И набрили. Ну что, не хотят дичь слушать? Ну, кто набрил, кто нет, знаете ли. Она говорит... Это контент, который вы заслужили. Ну а что, блядь, все пердят, рыгают. Нормально снимаешь. Вам не нравится, блядь. У нас все. До новых встреч. Ну, то, что набрили, это хорошо, конечно. Лучше, чем не набрили. Чего тут сказать. На моей последней сессии с психологом мы выяснили, что мне нужна насмотренность на мужчин, что я абсолютно не понимаю, как по внешности или по возрасту определить того человека, который мне нужен. Решили, что я буду опираться сейчас на телесные ощущения, чтобы с ним было в первую очередь расслабленно, безопасно, чтобы я чувствовала в теле спокойствие и что я могу быть самой собой. Недавно я познакомилась с парнем. Да, это парень, ему 29, но мне так понравилось, что он говорил и как я себя чувствовала. Это абсолютно впервые в моей жизни человек, который называет среди списка своих целей на ближайшие 5 лет на первом месте семью. Я раньше всегда обращала внимание на амбициозных альфа-мужиков, которые на первое место ставили себя, свою реализацию, свою работу. А сейчас я вот впервые увидела, что такие мужчины тоже существуют. Я знала, что они существуют, но вот я их не замечала. А еще из гринфлагов, это абсолютное джентльменство, не показное, а прям чувствуется, что он так привык, и он естественен в этом. Не для того, чтобы затащить меня в постель или что-то такое, дать руку, там место, где я хотела сесть, было испачкано в песке, он снял свою футболку и подложил ее мне, отряхнуть ножки, набрызгать спреем от комаров, посреди ресторана сесть на одно колено, чтобы набрызгать мне ноги от комаров. Это очень приятно. Боже, как это приятно. Он сплошной гринфлаг. А единственное из минусов я для себя проанализировала и поняла, что все-таки уровень достатка очень важен, потому что это про жизненный опыт, это про такие способности, предпринимательское мышление и, наверное, какую-то ценность себя. Когда ты хорошо зарабатываешь, это уже определенный уровень, и мне это важно. И интеллектуальная совместимость. То есть на эмоциональном плане супер, он эмоционально доступный, и такие девочки тоже существуют, оказывается. Вот. Интеллектуально, чтобы я тоже могла у него чему-то учиться. Не только я себя чувствовала с богатым жизненным опытом, но и я могла чему-то, в чем-то смотреть на него. Как же он хорош в каком-то деле. Вау, вот это интересно. Но, это был потрясающий опыт, я очень рада этому знакомству. Это вселяет в меня надежду. Короче, исходя из этого видео, мы, скорее всего, понимаем, что парень зря старался. И майку ей подложил, и ножки напрыскал. Если это все на первом свидании, я не сужу людей, ладно, это его жизнь. Если ему так комфортно жить и обслуживать вот так вот женский, скажем так, персонал, окей. Но я не готов на такое на первом свидании, даже на втором. Если мы уже, как бы друг друга более узнали, может быть, и, чтобы я увидел, что действительно пригодный человек для семьи. Если бы я искал конкретно для семьи, тогда да. А так, слышим слово «сказала психологиня какая-то», все, это уже red flag однозначно. Это желательно, чтобы они вообще за это говорили буквально в переписках или там первые свидания. Желательно в переписках, чтобы вообще не тратить время на таких. Благо сейчас в анкеты заходишь, они там пишут проработанная там, или самореализованная, или там от психолога. Уже думаешь, хорошо, что вы это пишете. Уже сразу вас можно свайпать, и все, в минус. Я себе еще вот такой платок сегодня купила. За 2000. В де-факто. Потому что это единственное, налезло. Это вот платок. Я там платье в горох увидела. Я в него не поместилась просто. Какой платочек красивый, смотрите. Под лицу, все к лицу. Господи, какая я красивая женщина, конечно. Куда у мужиков глаза вообще смотрят? Хоп, и все.
И красопеточку. Ну, самоуверенность высшего уровня. Красопеточка. Для кого-то. Окей. Не будем никого судить, а так. Куда они смотрят, говорит. Куда-то в кость смотрят мимо тебя. Что-то в тебе, наверное, есть такое, что они мимо смотрят. Я Винчик познакомился с девочкой. И смотрите, короче, пригласил ее посидеть, куда-нибудь кофе вообще попить. В общем, то, что заказал себе я, это борщ. И вот ее блюдо. О, привет. А я тут как раз нашими явствами хвастаюсь. Тебе немного вот это одной на раз? Да, нет, я сегодня вообще не ела, поэтому мне как раз. Короче, я сейчас пойду перекурю и вернусь. Я не курю. Пошла, я пусть сама все оплачивает. Ну, по сути, все правильно. По сути, все правильно. Негоже приходить вот так вот на свидание, это уж точно. Я сегодня целый день не ела, поэтому закажу полресторана. Ну, надо же быть тоже адекватнее. И вообще, по-хорошему, когда идешь на свидание, надо покушать дома. Ну, мое мнение такое. Просто кафе это, или там ресторан, это увидеться для того, чтобы, посмотреть друг на друга. Но не прийти пожрать тупо. Нет. Это надо на друг друга посмотреть. У вас свидание, вы друг друга узнаете для какой-то цели. Там, не знаю, перепих, семья, там у кого какие цели, да. Для этого и видятся. Ну, точно уж не пожрать. А вот эти вот ребята, конечно, на халяву пожрать, 3 блюда, чего она там себе заказала, он только борщик. Ну, по сути, правильно, да. Она, конечно, наверное, подохерела, когда пришлось самой платить. Всем привет. Готова променять себя на Mercedes. Цешка 180 18-го года. Пишите в директ. Целую. Ну, то есть она буквально заявляет, что она готова себя продать, да? За цешку. Нифига себе. В прямом смысле как будто признается, что продажная, что ли, или как сказать. Ну не снимай это! Я стесняюсь. Это швабра. Ну, это швабра? Ну, это швабра? Не знаю, надо открыть, Ну, как ты не знаешь? Этого не было тут. Аня! Это же, наверное, куча денег. Ой. Аня! Спасибо. Ну, это какой-то прикол. Меч Артура, блин. Я не могу жить, как все друзья, но я просто умру, если я не буду заниматься тем, что нравится. Носить мои наряды, танцевать. Меня просто раздражает жить, как вот все. Я не боюсь позора. Ну, надо как-то выделяться, делать что-то свое, то, что тебе приносит радость. И приносит прибыль, да? Нифиговую. Как будто бы такой наряд, особенно когда она там грудью так вот подраскрыла, как будто бы для одной цели, да, такой наряд. Ну, это просто так взгляд на видео, если. Понятно, что она может играть специально на камеру, и все. Вот так вот, чтобы больше было просмотров, удержания. Ну да, видно, что в какой-то деревушке, да, там. Но в этом ее фишка, скорее контент такой. Но смахивает как будто бы на вот этих вот. И на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пишите свои мысли в комментариях. Всем пока.